Добрый день. После почти месячного перерыва я наконец продолжаю делать новые ролики с моей любимой картой захвата, которая позволяет нам увидеть мельчайшие дефекты и разницу между изображениями разных боксов. Данный ролик будет посвящен сравнению боксов в апскейле видео из Full HD до 4К. Кто ожидал увидеть ролик про настройку ТВ, придется немного подождать. Он еще в процессе подготовки. Почему я решил сделать это видео? Дело в том, что недавно я выяснил совершенно случайно, когда делал тест для техподдержки Дюны, что телевизоры LG, вероятно это касается всех моделей 4К этого бренда, неправильно делают апскейл из Full HD до 4К. Как оказалось, ТВ при поступлении в него видео в формате Full HD, например с цветовой дискретизацией 4:4:4 или 4:2:2, сначала урезает дискретизацию цвета до 4:2:0 и только потом производит апскейл. Я специально попросил ребят, у которых есть телевизоры Sony, проверить, как обстоят дела там. И оказалось, что Sony делает апскейл правильно, не понижая цветовую составляющую, а непосредственно преобразуя формат из 4:2:2 1080 в 4К. И вероятно именно из-за этого в новом году компания LG в релизе нового процессора Alpha 9 пятого поколения прорекламировала, что интеллектуальное масштабирование, выполняемое чипсетом Alpha 9 пятого поколения, теперь масштабируется непосредственно до 4К, а не проходит промежуточные этапы, тем самым потенциально снижаются шумы и нечеткость. Думаю, именно с этого года телевизоры этой марки будут делать апскейл уже правильно, не обрезая цветовую составляющую. Ну а что делать нам, владельцам предыдущих серий ТВ? Ну что ж, если телевизор не хочет делать качественный апскейл, тогда необходимо подавать на телевизор уже проапскейлинный сигнал. Поэтому я решил провести этот тест, чтобы понять, какой бокс лучше других справляется с этой задачей. Есть ли вообще разница между боксами в этом режиме? Ну что ж, начнем. В данном тесте приняли участие Shield, Apple TV, X2 и Duna. Пока так и не участвует Fire TV, но не волнуйтесь, уже скоро будут отдельные ролики с HDR и с upscale тестом, в котором примут участие не только старый стик Fire TV 4K, но и новый стик 4K Max, который я приобрел для теста и который лежит уже 2 недели у меня, я его даже не вскрывал. А также еще один популярный стик TIVO 4K и пока малоизвестный, обзор которого сделал один известный канал. Так что ждите, думаю, что недели через 3 я уже смогу сделать ролик с тестами этих стиков. Надеюсь, что посылка с достаточно дорогой штуковиной, купленной для проведения этого теста, все же благополучно доедет до меня. Как всегда, тест я делал в плеере коде для ATV, либо Infuse для Apple TV, либо в нативном плеере Dune. Соответственно, выставлялись параметры, чтобы с HDMI выхода бокса мы получали уже 4К разрешение, и чтобы сам бокс выполнял апскейл изображения. То есть телевизор в данном случае, а точнее моя карта захвата, получала уже 4К изображение. Захват делался в формате 4:2:2 10 бит. Тест делал на уже знакомом вам по предыдущим роликам видеоматериале. То есть это видеоролик, в котором показываются статичные картинки очень высокого качества в формате Full HD, а также 3 видеофрагмента из фильмов: «Казино Рояль», «Человек-муравей» и один пока не использовавшийся фильм «Предместье». Все фильмы в формате Full HD. По умолчанию на боксах ставились наилучшие с точки зрения качества режимы вывода. То есть для Dune это 4:4:4 10 бит, для X2 4:2:2 12 бит. Apple дает только один вариант вывода 4:4:4. Для Shield ставился режим 4:2:2 12 бит. Но, как оказалось, если принудительной фильтрации не отключить другие режимы, то Shield может по своему усмотрению включить как 4:2:2 12 бит, так и 4:4:4 8 бит. Принцип, как он это выбирает, я пока не понял. Ну что ж, приступим. Начнем с видео Avenue. Я вырезал сразу одинаковые фрагменты, чтобы вам было удобно сравнить между собой боксы. Что мы видим? Наиболее размыто выглядят скрины с Shield в режиме улучшенный, Apple TV и с X2. Наиболее четкую картинку имеет Shield в режиме искусственного интеллекта, режим Low, низкий. Также в данном тесте Duna смотрится немного похуже за счет достаточно агрессивного применения фильтра резкости, причем с большим радиусом. На этом фрагменте это не сильно бросается в глаза, но если мы откроем картинку целиком, вы видите, что белые объекты очень сильно выпечены. Для них произошел почти клиппинг. Также видно, что из-за фильтра резкости с большим радиусом не очень естественно смотрится сама картинка. Если присмотреться к деталям, то видно, что вокруг объектов есть черная окантовка. Да, это визуально улучшает резкость, но картинка смотрится менее естественно.
Позже на другом фото я вам поясню этот дефект еще. Ну а что же за устройство внизу справа, которое обозначено тремя вопросительными знаками? Как вы думаете? Ведь по качеству апскейла данное устройство выглядит не хуже умного апскейла Шилда. И даже, на мой взгляд, лучше, чем апскейл Дюны. Ну что ж, не будем долго держать секрет. Это всего лишь навсего Apple TV, к которому применен Sharp фильтр, причем примитивный в программе XNView. Согласитесь, смотрится хорошо. То же самое я могу проделать с любым другим боксом. И получил бы такую же резкую картинку. Да, из-за примитивного алгоритма заметен шум на однородных поверхностях, так как здесь не применялась умная контурная резкость. Но в целом картинка смотрится резко и хорошо. Но фактически здесь лидером выглядит Shield в режиме искусственного интеллекта низкий. Следующая картинка. Смотрим на обработку и проработки травы, значка вверху справа и на блеск хромированных деталей и его натуральность. Именно по этому блеску очень хорошо выяснять, насколько четкое изображение. Итак, наихудший результат это X2. Буквально на совсем немного, но лучше выглядит Shield улучшенный и Apple TV. Дюна стоит особняком. С одной стороны, труба выглядит отлично, блестит как кое-что у кота, очень четкий значок. По сравнению с шилдом он прям очень четкий, но смотрите на траву. Видите, как неприятно она смотрится? Неестественно, пластиковая. Все из-за фильтра Sharp. Тот же эффект я могу сделать с картинкой Apple или X2, например, применив фильтр резкости с достаточно большим радиусом обработки. Принцип этого радиуса в том, что он определяет ширину области вокруг найденной границы. То есть маленькое значение радиуса означает, что резкость будет применять только вблизи краев. Чем больше радиус, тем больше воздействия на дальние пиксели от края границы. Лучший результат опять у умного апскейла. Но совсем немного уступает ему опять картинка с тремя знаками вопросительными. Кто же в этот раз скрывается за этой картинкой? На этот раз это Shield с тем же фильтром резкости. Как мы видим, из любой картинки можно делать очень четкую, резкую картинку, даже из размытой на вид по сравнению с другими. Дело в том, что мы тут их видим одновременно. Если бы мы смотрели их по отдельности, то вы бы вряд ли могли сказать, что вот эта картинка смотрится не резко. Давайте еще покажу изображение со львом. Тут уже не буду сравнивать, а просто покажу, что не так с Дюной. Смотрите, так лев смотрится в исполнении X2. Смотрите на шевелюру, шерсть смотрится неплохо. Да, кажется, что не хватает немного резкости, как если сравнить с шилдом с умным апскейлом. Вот он сейчас на ваших экранах. Но, естественно, и если мы добавим фильтр резкости дополнительный, то уже будет выглядеть, например, вот так. То есть, если сравнить с шилдом, в принципе, уже и не такая большая разница. Да, умный апскейл шилда более хорошо обработал шерсть. Видны каждые волоски и очень хорошо, и нету вот этой вот лишней резкости. Но в целом X2 с добавленным фильтром резкости смотрится замечательно. А теперь что сделала Дюна? Сразу обращает на себя внимание, что и шерсть четче не стала сильно, и то, что теперь видны странные вкрапления черные. А это на самом деле выпеченные, прореженные участки. И Дюна его усилила за счет радиуса. Ведь если радиус небольшой, как картинка X2, то все замечательно, этот дефект не виден. Поэтому при работе с мелкими, но резкими объектами и деталями, Дюна будет всегда их портить. И как мне ответили в поддержке Дюны, изменить работу алгоритма вряд ли возможно. Конечно, на фильмах этот дефект будет виден меньше, особенно в движении картинки, но тем не менее будет заметен на сценах определенных, в достаточно качественных фильмах, то есть где четкость картинки первоначально хорошая. Ну а теперь посмотрим на реальный фильм. Там меньше резких и четких деталей, больше шумопленки. Поэтому это совсем другие условия для работы апскейлера. Это фрагмент из «Человека-муравья». Наверное, самый четкий объект в этом кадре – лампа. Здесь, если смотреть на картинку, видно, что лучше всех справились Shield в режиме умный апскейл и Дюна. Я добавил сюда апскейл, выполнен из оригинала в самой программе DaVinci. Данная программа, кстати, хоть и предназначена для работы с видео, но часто применяется для обработки даже фотографий, так как имеет очень продвинутую систему обработки и работы с цветом. Обработка видео выполняется в 32-битном режиме цвета с плавающей запятой, то есть очень точно. Как мы видим, даже в режиме апскейла с применением резкости, программа посчитала, что не стоит сильно делать резкость, так как избыточная резкость может привести к изменению восприятия картинки. Ну и как мы знаем, фильмы как раз всегда снимают специально достаточно нерезко, именно для придания эффекта мягкости и художественности. Следующий фрагмент – это фильм «Казино Рояль». Здесь я добавил для Шилда режим искусственного интеллекта средний, так оказалось, что некоторые пользователи Шилда используют для просмотра фильмов его. Ну что же, давайте посмотрим, что будет с картинкой, в которой есть движение. Казалось бы, если не обращать внимания на детали,
то наиболее резко выглядит как раз умные апскейлы шилда. Но если мы посмотрим на детали, то увидим, что они искалечили картинку. Смотрите на ноги и смотрите на листья пальм. Как мы видим, ноги превратились в квадратное месиво. Вероятно, алгоритм принял шум от размытия при движении за детали и решил усилить резкость для них. В итоге картинка испорчена. Дюна здесь отработала неплохо. Именно потому, что тут нет резких деталей. Ей не за что было ухватиться, чтобы применить Sharp, так как резких контуров достаточно мало. Поэтому здесь она выглядит не хуже и не лучше других неумных режимов боксов. А вот теперь еще одна интересная картинка – это фильм «Предместье». Это, наверное, самый шумный фильм, который я видел по картинке. Она прям вся состоит из очень крупного шума пленки, причем шум постоянно движется, и, видимо, от недостатка освещения при съемке, либо применения очень чувствительной пленки, из этого шум очень сильно заметен. Как себя поведут боксы на такой картинке, очень далекое, не то что от идеала, но даже от обычной средней. Что мы имеем? Наилучший результат, мне кажется, здесь у X2. Он, видимо, не применяет фильтр резкости вообще к картинке, поэтому она сохранила тот уровень шума, что был в оригинале. Shield и Apple смотрятся немного хуже. Да, кстати, Shield улучшенный и Apple выполняют апскейл одинаковым алгоритмом и также используют одинаковый уровень увеличения резкости. Я сравнивал картинки уже известном нам сайте, и система выдала, что без учета альфа-канала цвета картинки идентичны. Дюна здесь выглядит немного хуже. Она больше увеличила шум видимый, но в целом смотрится нормально. Но что же наши умные режимы? А с ними все плохо. Если низкий режим еще вполне нормально смотрится, хотя уже видны дефекты, пикселей которых нет на оригинале, то средний режим уже сильно прошелся по волосам и стене, то есть усилил резкость там, где не должен был. Ну что ж, а теперь посмотрим не на резкость, а на работу с цветом и вообще посмотрим подноготную картинку, которая не видна даже на глаз. Для этого посмотрим на графики программы DaVinci Resolve. Для начала графики с картинки Avenue. Это то, как обработала картинку сама программа DaVinci. С ней будем сравнивать, так как ее вполне можно принять за референс. Это график от Дюны. Помните, я показал, что она выбелила белые стены и все, что было белым. Вот это все видно на картинке. Она загнала почти в клиппинг яркость, то есть подняла его до максимума, фактически выровняла все уровни цветов. Это означает, что она уничтожила оттенки мельчайшие белого. Shield, как и в тесте HDR, уменьшил насыщенность цветов, поджал цветовой треугольник, но пропорционально, то есть цвет не поменялся. Умный режим Shield фактически с точки зрения цвета и обработки картинки просто усилил оттенки наверху диапазона. Это Apple. Как всегда, она сделала картинку более зеленой, так как опустила красный и синий канал. Если мы сравним с оригиналом. У Apple налицо проблема с цветовым балансом. Теперь все будет казаться зеленоватым. Я вот думаю, есть ли смысл сражаться с поддержкой Apple? Будут ли они это исправлять, не знаю. Но фактически порча видна и в HDR, и в SDR. Может, есть желающие начать общение с Apple? Материал для доказательства проблемы в роликах есть, поэтому будет несложно показать дефекты. Если вы обратите внимание на картинку, что с Apple, что с Shield, что с Дюны, то на всех на них видны полоски, особенно хорошо на канале яркости. Кроме картинки, кроме графиков, которые выдает сама DaVinci. Так как она делала обработку в 32-битном режиме. А вот это 8-битные сигналы. Именно из-за недостатка оттенков мы видим эту полосатость. Так как обработка и запись у нас с карты захвата идет в 10 битах, помните, в тесте HDR была проблема с градиентами Дюны в режиме 12 бит, так как она обрезала 10-битное видео до 8-битного режима из-за дефекта чипа Realtek. Вот примерно так же это здесь выглядит. Только у нас здесь первоначально 8-битный сигнал, который проапскейлен до другого разрешения. То есть фактически у нас новая картинка создана. Дюна даже при выводе в 10 бит, которые у нее установлены, выдает те же 8 бит. То есть если посмотреть, то видно, что полосатость остается. Возможно, внутри она все-таки это делает каким-то другим алгоритмом с повышенной битностью. Но факт, что на HDMI выход она выводит именно сигнал как 8 бит, хотя установлено именно при выводе 444 10 бит. Shield, если ставить режим 422 12 бит насильно,
то выводит с некоторым сглаживанием. Чуть позже я покажу это. А Apple выводит как есть 8 бит. Ну а теперь посмотрим, что у нас делает IMLogic. Замечаете разницу? То есть полоски почти не видны. Как оказалось, IMLogic оказался самым продвинутым в этом вопросе при апскейле и создании новой картинки. Я сам не ожидал этого, когда увидел, не мог понять почему. Полдня убил на дополнительные тесты, чтобы понять и доказать себе, что это не ошибка и не глюк и не баг. IMLogic действительно делает апскейл битности. То есть он преобразует 8-бит сигнал с 256 оттенками до 10-битного, судя по графикам режима, так как его градиент хуже, чем делает DaVinci. Поэтому вероятно, что это 10-битный сигнал. И у него фактически получается вместо 256 оттенков уже в 4 раза больше примерно. Что нам это дает? Фактически при обработке IMLogic может позволить применить более качественную обработку, то есть при обработке не ухудшается динамический диапазон оригинала. Более точно высчитываются оттенки цвета вновь создаваемых пикселей. Да, возможно, на картинке вы это не заметите, но эти 10 бит дают запас для дополнительных манипуляций с картинкой при дальнейшей обработке. Например, можно спокойно поднять резкость, сделать небольшую цветокоррекцию или еще что-то, и это не вызовет искажений, видимых в изображении. Именно так, с точки зрения обработки, можно считать, что именно в этом режиме, когда выполняется апскейл, IMLogic может дать картинку лучшего уровня, чем другие боксы из этого обзора. Shield тоже делает при установке вручную 422 12 бит апскейл уровней, но не такое качественное, то есть улучшение какое-то по сравнению с 8 битами есть, но графики не такие гладкие, как у X2. Но при установке видеовыхода без включения фильтров Shield может выставить как 4.4 8 бит, так и 4.2.2 12 бит. Что видим по факту? По сравнению с обработкой DaVinci, X2 немного сместил цвета вниз, но в целом картинка X2 ближе всего к референсу. Ну и давайте посмотрим на графики Бонда. Значит, сейчас у нас включен апскейл с самой программой DaVinci. Так сделал апскейл Duna. Кроме примененного шарпа в средней зоне оттенков не отличается картинка от референса. Apple, обратите внимание, как хорошо видно смещение всего цвета в сторону зеленого на графике вектороскопа. Вот здесь. Вот видите, все уходит к зеленому каналу. Причем произошла обрезка, клиппинг уровней внизу диапазона за счет опускания красного и синего канала. Видите, красный и синий опустились, и за счет этого произошел клиппинг зеленого канала и, соответственно, яркости. X2 в режиме 4.2.2 12 бит. Фактически, если сравнивать с референсом, то изменений почти нет. Хотя немного опустил уровни. И вот смотрите, X2 в режиме 4.4.4 8 бит. Специально для сверки, чтобы понять, что есть разница между 12 битами, хотя, скорее всего, таки 10 бит, мне кажется, и 8-битной картинкой. График яркости более прорежен, более полосатый. Теперь Shield. Обратите внимание, как Shield сжал диапазон уровней. Напомню, здесь у нас кадр из фильма Бонд, Казино Рояль. И есть проблема, уже описанная мною в искажении цветов. Видите, красный и синий уходят вниз, а зеленый канал поднимается вверх. Вот этот же график, только сделанный в программе Exoplayer. Вот смотрите, если сравнить их между собой, то видно, что Exoplayer выдал картинку более правильно с точки зрения цветов. Если мы сравним с оригиналом, то есть только небольшое смещение красного и синего. А вот, соответственно, если смотреть у Shield 8 бит и 12 бит. То есть тоже видно, что в принципе какое-то, вот если по этой картинке по векторостопу смотреть, видно, что какое-то сглаживание все-таки применяется, что уже хорошо. Это вот умный режим. Если сравнивать с обычным режимом, в принципе ничего такого особо не меняется, кроме как выделение, видимо, за счет резкости увеличивается где-то
количество пикселей, более выраженные пики, скажем так. Ну и для теста вот дополнительно, вот, чтобы сравнить, как работает, например, программный upscale, это перекодированный ролик Casino Royale в программе VidCoder с upscale и с выводом в 4.2.0. То есть видно, что 8 бит, и здесь дают о себе знать. То есть картинка выглядит полосатой. Канал яркости. Теперь один тест, который покажет, скажем так, проблему, которую я обнаружил буквально в самом конце тестов, когда пытался проверить реально разницу в обработке 8 и 10 бит. Значит, смотрим, это референс, это обработка картинки в экзоплеере, вот 8-битный режим, вот 4.2.2 12 бит. Видно, что картинка сглаживается. А теперь смотрим то же самое, только в исполнении Kodi. При том же самом 4.2.2 12. Картинка выводится разная. При этом это файл видео с проставленными флагами. Поэтому тут не должно происходить каких-то искажений. И, собственно говоря, тут их таких искажений именно и нету. Но все равно картинка выглядит из Kodi по-другому, не так, как выводит экзоплеер. Если мы посмотрим на то, что выводит X2, то, например, вот это Kodi, а вот это экзоплеер. Видите, разницы вообще нет. Я думаю, это проблема из-за новой версии прошивки для Shield. Что-то там не так. Хотя я поставил новый фикс, но как бы разницы нету. То есть это не помогло. Значит, смотрите. В процессе теста дополнительно еще столкнулся с глюком Shield. Захват фильма «Предместье» записался с неверными цветами, как будто у этого файла проблема из-за непрописанных флагов, как у Casino Royale. Но нет, в этом файле, в этом видео флаги есть. И повторно захватив поток цвета уже стали верными. Вот если сравнить, вот так должны быть. А вот так у меня произошел захват в первый раз. Видите, яркость потерялась красного канала. А вот второй захват повторный, который я сделал. То есть цвета уже стали правильно. Вот X2, а вот Shield повторный захват. У меня предположение, почему так произошло. Я первым при захвате запустил видео Casino Royale, в котором флаги отсутствуют. Я потом остановил это видео и в коде еще раз запустил только уже файл видео предместья. Но система почему-то не переключила диапазон обработки из BT601 на BT709. То есть она проигнорировала изменения. Почему? Не знаю, но думаю, что это опять проблема новой прошивки и проблема взаимодействия Shield и Kodi на новой прошивке. Ну что ж, подведем итог. Что касается апскейла, то, как мы увидели, все примерно выглядят одинаково. И из любого бокса можно получить хорошую картинку, но если хочется порезче, то без проблем. Достаточно немного поднять резкость на телевизоре. Это не касается Дюны, там уже слишком выпеченная картинка и, боюсь, дополнительная резкость только ухудшит ситуацию. Shield и его искусственный интеллект явно не то, что нужно для качественной картинки. Он хорош только на идеальном видео, где нет шумов. А такого видео в реальности совсем немного. В остальных случаях он скорее портит картинку, чем делает ее четче и лучше. Возможно, владельцы небольших диагоналей, например, 40-55 дюймов, и смотрящие телевизор с 3 метров, не сильно заметят дефекты даже при искусственном интеллекте средней. Но это скорее связано с тем, что с такого расстояния, скорее всего, уже нет разницы между 4К и Full HD изображением. Тем же владельцам больших диагоналей и тем, кто смотрит кино с близкого расстояния, я рекомендую забыть про умный апскейл и не портить себе изображение. Картинка не должна быть очень резкой, так как кино фактически специально снимают с небольшой нерезкостью. Именно чтобы придать ему вид не сериала, а кино. Поэтому гнаться за кристальной резкостью смысла нет. Но если все же вам не хватает резкости, то на Shield Apple X2 вы без проблем можете поднять немного резкости на самом телевизоре. Тем самым получите картинку на уровне умного алгоритма, но без дефектов, которые он выдает при своей работе. Главное не переборщить. Ну а с точки зрения качества обработки изображения, безусловно, лучше всех в данном тесте выступил iMlogic в лице X2 Cube. Да, он в реальности выдает немного менее четкую картинку, чем остальные, но у него есть больший запас для дополнительной обработки. На этом все.
По поводу сравнения апскейла бокса и апскейла LG телевизором, а также по поводу видимости разницы между обработкой 4.4.4, 4.2.2 и 4.2.0, я сделаю небольшой отдельный ролик, так как пока нужно найти хороший фотоаппарат для съемки телевизора. Ну что ж, спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ждите новые ролики. До свидания.